Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу скрипт, который позволяет выполнять карту раскроя брусьев. Что такое карта раскроя брусьев? Это вот такая вот картинка, на которой мы видим общую длину каждого бруса в отдельности. Сейчас я покажу. Общая длина у меня 6 метров. Вот она. И каждый из этих брусьев порезан по-особенному с оптимальным расположением в обрезок какого-то другого кусочка бруса для того, чтобы экономить как можно большее количество материала. Я показывал, во-первых, что это такое, что это за брусья, откуда они берутся. Я показывал буквально вот два ролика назад, там в 23-м ролике, в скрипте номер 23, я показал, что у нас существует, давайте трехмерку открою, обвязочные брусья. Вот они. Так. Так, ну вы, я думаю, поняли, что это такое выбрать. Сейчас я секундочку чуть получше покажу. Вот эти брусья. Вот их размеры там 200 на 200, и у каждого из них есть какая-то определенная длина. Так вот, их мы свели в ведомость с помощью 23-го скрипта, мы его замаркировали. Но кроме того, что мы их замаркировали, мы в том же скрипте 23-м сделали так, что вывели все марки и все размеры этих брусьев в Excel. Вот, значит, мы имеем первая строчка — это наши марки, вторая строчка — это длины, и третья строчка — ширины этих балок. Как мы видим, их большое количество, их у нас получается до конца 34 бруса разной длины. Ну, вывели их в Excel, и вот теперь, пользуясь вот этим 26-м, точнее даже скрипт номер 26.2, они у меня как бы группа скриптов, которые необходимы для оформления документации. Так вот, этот скрипт, он раскраивает брусья, делает карту раскроя брусьев. Как мы видим по результатам этого скрипта, он не очень имеет эффективную порезку. Это связано с несколькими факторами. Я назову два из них. Первый — это то, что здание, которое я проектирую, коттедж, имеет очень непростую конфигурацию, сложную. И эта конфигурация не позволяет во многом экономить порезку. То есть при такой конфигурации есть немножко другая задача — расставить с определенным шагом и уменьшить количество свай. Вот. Это более первостепенная задача, чем порезка брусьев. И тут приходится выбирать, как сделать более дешевле. Либо правильно и эффективно порезать брусья, либо как можно меньше расставить обвязочных балок. Если бы у меня из самого начала была бы возможность, это я уже перехожу к второму пункту, последовательность проектирования мне не позволила сразу же учитывать вот этот момент порезки брусьев. То есть вначале был утвержден эскиз, от которого мне отходить было категорически невозможно. Вот. И вот такая жесткая завязка на эскиз, на планировку изначальную, на привязку ее к ландшафту и геометрией здания не позволили мне особо пытаться как-то двигать все здание целиком и сразу продумать этот момент. Вот, это второй пункт, как бы, кроме того, что первый я назвал, это
первостепенность свай, второе это то, что жесткая была планировка. И вот я назову третий пункт, который, наверное, явился более важным, чем первые два. Это то, что я этот скрипт уже написал по ходу работы. То есть у меня изначально не было этого скрипта, я его написал в течение работы над этим зданием. Вот, и поэтому посмотреть результат, вообще это как бы такая придумка была, фактически как моя, для того, чтобы наглядно можно было посмотреть, насколько неэффективна порезка, и доказать заказчику, что то есть этого листа в ТЗ не было. Я его сделал для того, чтобы наглядно показать, куда уходит так много обрезок. Что они не просто так уходят, а потому что вот в эту обрезку невозможно было вставить ни один из оставшихся вот этих брусьев. То есть скрипт сам оптимизирует и вставляет в обрезок самую длинную балку. Мы можем, конечно, проверять сейчас по пунктам. То есть мы переходим дальше к следующему этапу. Я объяснил историю, ситуацию. И мы переходим дальше к, собственно, к самому скрипту, как какие-то основные принципы. Я хочу просто показать, как он работает. Я не буду сейчас проверять, что вот здесь вот у меня, например, там 34 балки. Я буду все, вплоть до каждой 34 балки, искать их вот здесь вот на плане. Я не буду этим заниматься, потому что скрипт уже за меня это все выполнил. Вот. Вместо этого я просто его запущу и покажу, как он собирает информацию из этой таблицы. Для этого я для начала открою ведомость. Так, вот она. Это план, нам нужна ведомость. Спецификация обвязочных балок. Посмотрю, что у меня здесь идут. Последняя обвязочная балка имеет марку B24. Для чего я это делаю? Для того, чтобы открыть Excel и оставить последнюю обвязочную балку B24. Потому что все остальные балки я удалю. Они не обвязочные. Они относятся к балкам перекрытий. У меня в проекте, кроме 26. Вот 25, все правильно, вот он 25 последняя. Так, секунду. Я верну 25 на место. Вот так. И вот с 26 балки, у них сечение 300 на 300, они у меня не обвязочные, а балки перекрытия. У меня там есть определенные балочки, которые имеют сечение 300 на 300. Вот, они сборные, не единичные, они сборные. Вот такие вот балки. Потому что брус 300 на 300 это, вам любой строитель скажет, что это немножко фантастика. Они практически, это очень большая редкость их купить. Поэтому они сшиваются из нескольких брусьев по определенным правилам. И вот у меня в перекрытии такая опорная балка 300 на 300. Дальше. Я удалил. Теперь у меня из этой Excel таблицы будет попадать вычерчиваться на листе, на карте раскроя только те брусья, которые меня интересуют. Меня интересуют только брусья 200 на 200, которые относятся к обвязке. Итак, я запускаю скрипт. Вот, наблюдаю такую картину. Последний брус у меня B24. Вот он B24.
5724. Больше, чем он, у меня нет. Как вы видите, те брусья, которые маленькие, они сами вписываются в обрезок. Вписывается не как попало, а вписывается по определенному правилу, то есть так, чтобы он оставил после себя минимальный обрезок. Если есть возможность, скрипт вписывает не только по 2 и по 3 бруса. Я могу это, в принципе, показать. Если, вот они, вот пример, вот он этот пример. Вот мы видим. Он вписывает первый, второй короткий и третий он вписывает длинный. Вот, получается вот такая вот картинка, на которой мы видим все лишние, всю обрезанную древесину, которую можно было бы использовать для других нужд. Вот такая схема, такой способ проектирования, как вот я вам сейчас показываю, позволяет практически в реальном режиме проверять и контролировать обрезки, редактировать и пытаться вмещать вот в этот обрезок, например, ближайший брус B13. Возможно, я бы, если бы немножко там заведомо, я бы немного поредактировал и получил бы здесь два одинаковых размера 3200, например, и у меня бы, я бы сэкономил в этом месте целый пол бруса получается. Вот. Ну и какие-то такие нюансы, которые, возможно, мне бы сэкономили дерево. Но вот что есть, то есть. Это будет у меня дальше в следующих проектах. Теперь уже этот скрипт у меня работает и успешно работает. Еще хочется сказать, что, как вы видите, скрипт, что он делает? Он, кроме того, что вычерчивает линиями, он вычерчивает область штриховки, он вычерчивает, выставляет размеры с привязкой по линиям. То есть вот такая вот картинка, можно ее получать, не применяя ни одной из функций аннотации. Ни размер, ни штриховка, ни линия. Это делается там за несколько секунд. Достаточно просто заполнить правильно таблицу, и из нее выходит информация в чертеж. Вот. Спасибо за внимание. Всего доброго.